Посмотрите на него. SFM в 2025 году? Тебе что, делать нехуй? Да сейчас все нормальные люди пользуются блендером. Именно после этих слов молодые таланты забрасывают свои мечты делать за деньги видео, где человечки двигаются и идут работать в Яндекс.Доставку. Подобных болванов слушать себе дороже. И вообще, таким мистер Солер передает вам привет. Досмотрите это видео до конца, и вы поймете, как начать создавать анимации, подобные только что показанной. Я запишу серию подобных роликов, чтобы не растягивать это видео на 40 тысячелетий нахуй. Особо не буду заострять внимание на таких мелочах, как за что отвечают какие кнопочки. Как отменить действие знает сегодня каждый второй. Если что, это сочетание клавиш Ctrl-Z. Я просто расскажу о фичах, о которых должен знать. Итак, Source Filmmaker, в простонародьях SFM. Программа 2012 года, в которой у меня на момент написания сценария насчитывается более 2000 часов использования. Я собираюсь поделиться опытом и, самое главное, тонкостями использования этой долбанной помойки. Не будем тянуть кота за хвост. Начинаем. Начнем с самого сложного этапа анимирования, который стоит наравне с анимацией ходьбы или созданием сцены перестрелки. Пишем в поиске Source Film, а вот и она. Итак, первая тонкость. Куда скачивать SFM? Я бы советовал на диск C, поскольку если скачать на любой другой, то некоторые пути к расположению корневой папки программы будут слегка отличаться от тех, которые показаны в туториалах от других добрых самаритянинов. Это не сильно влияет на процесс творчества, но для новичков будет проще, потому что они не будут путаться в папках при попытке загрузить в программу свой кастомный звук пердежа. Вот вы скачали SFM и открыли его. Большинство людей теряется на этом ребусе и закрывает программу, чтобы скинуть балласт. Но на самом деле здесь нет абсолютно ничего сложного. Обо всем по порядку. Данная вкладка, если обратить внимание, делится на 3 категории. Вообще 4, но 4 нахуй не всралась. Новая сессия, недавняя, загрузить документ. Новое, название говорит само за себя. Тут можно указать название, которое говорит само, которое можно указывать только английскими буквами, потому что если назвать по-русски, расположение файла и частоту кадра. Мой настоятельный совет называть свои документы по-нормальному, а то по себе помню, как я угораю поназывай хуй пойми как. Потом сижу перед папкой, в которой хуёв сарай, вот сиди перебирай. Касательно расположения скажу так, пока у вас нету крупных проектов, можете все кидать в одну папку и быть довольным собой. А когда вы уже опытный аниматор и знаете, как пользоваться ползунком радиус, и у вас в разработке нечто похожее на Amazing Выкинь нахуй, пока нас не разъебал. то рекомендую сохранять каждый документ в соответствующую папку. Например, если это сериал, то создать папки эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3, а далее частота кадров. Ну это понятно, количество FPS в анимации. Лучше заранее определить, сколько будет FPS. Я рекомендую 30, чтобы не нагружать пекарню, хотя в будущем это значение можно будет поменять в настройках анимации. Недавняя сессия. На данном этапе у новичка она скорее всего пуста, и здесь лишь 3 сессии, содержащие легендарную анимацию от Volvo. Но если она не пустая, то в этом выпадающем списке можно быстро запустить ту или иную сессию, не тратя время на поиски в папках. Открыть сессию. Если вы, допустим, скачали файл друга или свой с Google диска после переустановки винды, но вы не знаете, как его открыть, то здесь можно нажать сюда и найти его. Итак, называем свою сессию как надо, выбираем расположение файла, депаем 30 и создаем. О боже, что это вообще? Кто это вообще? А ничего нахуй. У вас карты нет. Чтобы она появилась, нажимаем правой кнопкой по экрану и выбираем самый последний пункт. Вот браузер SFM, который используется как для загрузки карт, так и всего остального. Моделей и звука. В самом верху находится мод фильтр. Он позволяет выбрать, откуда конкретно загружать контент. Вначале здесь есть только Workshop, UserMod, TF Movies и прочая трухня. Workshop — контент из мастерской Steam. UserMod — контент, загруженный пользователем в корневую папку SFM, так называемый кастомный. TF — игровой контент TF2. И TF Movies — контент из тех самых короткометражек от вентилей. Кстати, справа снизу отображается мем, то есть оперативная память программы, которая если перевалит за 3000 мегабайт, то SFM сама ликвидирует. Она обычно заполняется после высокодетализированных моделей. Или когда вы просматриваете какую-то нагруженную сцену. Если вы не знаете, как урезать качество текстур, о чем я расскажу в одном из следующих роликов, вам поможет программа под названием MemRedact, которая очищает ОЗУ компьютера, а также и самого SFM. Я оставлю ссылку на ее скачивание в описании. Для начала нам нужно загрузить простенькую карту, желательно без освещения, чтобы мы могли попрактиковаться и создать свое универсальное. Если вы не нашли карту без освещения в мастерской или в SFM, то кроме мастерской SFM также существует SFM Lab. На SFM Lab можно загружать 18+ модельки. Нам нужен архив, который способен удалять освещение с карты. Он называется Light Deleter. Скачиваем его, распаковываем, находим нужную нам карту, перетаскиваем ее на приложение.
Да бля! Перетаскиваем файл карты на экзешник лайк делитера, ждем пару секунд и все. Копия карты, но без освещения, уже там же, где оригинальная карта. Не благодарите. Если не нравится, то переходим в мастерскую SFM. К слову о мастерской. У меня было много случаев, когда я не мог найти какую-то одну ебаную модельку, из-за чего мне приходилось переписывать сценарий. Для примера пишу кейс и листаю. Убедились? Какой ебан будет? Это касается не только ключей, но и... Почему-то не на главной странице. Жмем на плюсик, чтобы скачать. В SFM может появиться вот это окно. Жмем ОК, чтобы подтвердить загрузку. В отдельных случаях может появиться еще вот это уведомление о нестыковке файлов, содержащее что-то о перезаписывании. Жмем Yes to All. Именно на Yes to All, понятно? Чтобы потом не жаловаться. Кстати, еще один ключевой совет. Нажимать сочетание клавиш Ctrl-S каждые 15 секунд. Потому что в этой блядской помойке есть привычки вылетать без объяснения причины. Итак, вы загрузили карту. Для удобства выключим освещение. Так гораздо лучше. Справа снизу можем увидеть кнопку, говорящую о том, что на сцене нет камеры. Жмем на стрелочку, создаем камеру, но ее нет в списке объектов сцены. Снова на стрелочку и Create Animation Set. В двух словах о списке объектов. Здесь находятся модельки, свет, эффекты, камеры, фейк ньюс. Вообще неплохо было бы поговорить об интерфейсе для начала. Начнем с таймлайна, который делится на 3 редактора. Редактор клипа, клип-эдитор, имеющий горячую клавишу F2, которой никто нахуй не пользуется. Это дефолтный редактор, не позволяющий управлять ничем, кроме самого клипа. Обычно происходит так. Вы выбираете какой-либо отрезок, а далее в других редакторах производите изменения. Например, если вы хотите повернуть камеру, то вы не сможете этого сделать в клип-эдитор. Вы можете резать, удалять клипы, а также настраивать их порядок и длительность на временной шкале. А нажав правой кнопкой, выскакивает меню настройки клипа. Лично я всегда пользовался только вот этими выделенными функциями. Первые два — это переименовать клип и перекрасить его. Далее изменить скорость воспроизведения клипа. Ну и самое последнее — рассвет и затухание. То, что вы сейчас видите на экране. Первая строка отвечает за время рассвета, а вторая за затухание. Ну, разве что есть еще пункт «Заменить», в котором есть две опции. Заменить клип на пробел, либо заменить его на черный экран. Не спим, блядь! Если промотать клип-эдитор вниз, то мы наткнемся на редактор звука, но о нем мы поговорим в следующий раз. Вы могли заметить у меня вот эту любопытную панель. Она позволяет быстро спавнить на сцену камеры, свет, модели и эффекты. Найти ее можно в мастерской SFM под этим названием. Теперь приступим к Motion Editor. Здесь уже можно двигать объекты, но ключевое слово «двигать». Анимировать здесь не советую, потому что для анимации есть отдельный котел. О граф-эдиторе попозже, а пока давайте разберемся с Motion Editor. Для более удобного примера заспавним модель человека. Моделька есть, но что с ней делать? В первую очередь, чтобы облегчить себе работу, скачиваем себе аддон, позволяющий прокручивать скины бодигруппы одним ползунком. Чтобы его применить, правой кнопкой по модельке Rig и загрузить Rig. Этот скрипт находится вот в этой папке скриптов из мастерской. После того, как мы его применили, модель станет дефолтной, а в ее списке появятся дополнительные 2 ползунка. Я убрал все ползунки, чтобы потом добавить шапки Steam Fortress, но об этом позже. Сначала я покажу, что можно делать с модельками в этом редакторе. В первую очередь перемещать. Выбираем косточку, либо в списке, либо зажав Ctrl, и крутим, вертим. Ну, блять, вы поняли. Еще стоит отметить, что если вам не нравится, как расположена модель, вы можете ее подкорректировать в этом редакторе, так как изменения применяются на всю выделенную область. Либо можно эту область выделить самому, а чтобы переходы были плавные, сделать небольшие трамплины нужной вам длины. Область окрасилась в оранжевый, это значит, что вы в режиме редактирования. Когда область станет зеленой, это значит, что изменения сохранились. Что-то вроде звездочки на названии файла. Также на модельку можно накатить уже готовые анимации, так называемые секвенсы. Выбираем модель, импорт, секвенс. Здесь можно выбирать эти анимации, а этими ползунками выбирать направление и интенсивность движения. Здесь также можно Кстати, здесь также можно использовать фичу с трамплинами. Если вы хотите, чтобы человечек на сцене пришел к какой-то цели своей жизни, выделяйте область, в которую он должен идти. Далее накатывайте анимацию ходьбы, которую можно найти в мастерской, и применить через меню импортировать анимацию, и далее найдя ее вот здесь. Но стоит учитывать, что эти анимации нужно применять, не выделяя root transform, потому что модель пойдет по пизде. После того, как вы накатили анимацию ходьбы, нужно накатить idle анимацию. Но нам не нравится эта ублюдская стоковая дресня от Valve. Тогда находим вот эти кастомы в мастерской и ставим точно так же. Потом выделяем область перехода и дрочим ползунок Smooth.
Что ж, на этом моменте стоит закончить первую и, надеюсь, не последнюю часть гайда по этой великой дресне. Прямо сейчас, 12 января 26 года, я заканчиваю написание сценария и очень надеюсь, что все мемы, которые я использовал, еще актуальны. Это видео я сделал не только для расширения аудитории, но и для того, чтобы показать фишки этой программы, до которых я дошел сам, не увидев в туториалах от других добрых гомосеков. Пришел через многое за этот период времени. Думаю, это заметно по резкой смене качества микрофона, блять. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео наберет хотя бы ничтожный процент от недавней анимации по второй Малафии. С Новым годом! Ждите вторую часть.